Я вас приветствую, это канал Эльнур Трейд. Давно не было видео на этом канале, снимал только шорты. О чем пойдет речь в этом видео? Как вывести $500 000 за год. Именно об этом пойдет речь, про выводы, сколько выводит, почему я столько вывожу, почему я не выводил последнее время. Обо всем об этом поговорим. Ранее в своих старых видео и в VIP-канале, и в открытых эфирах на своем основном канале я всегда рассказывал про выводы, как выводить, сколько выводить и как это все делать грамотно. Давайте сейчас поговорим обо мне. Сегодня мы не торгуем, никакую стратегию я вам не показываю. Доступные стратегии есть у меня на YouTube канале, пожалуйста, смотрите. Итак, вы уже видите, что у меня на балансе, мало того, что статус Гуру Трейдер, он у меня давно, но на балансе $1 миллион. Я обновляю страницу, я понимаю, что есть типа код картинки, можно изменять там на странице все что угодно, но когда вы обновляете свою страницу, у вас это пропадает. У меня реальный баланс давно. Так вот, начну с того, как я вообще дошел до этого результата. За целый год я делал 4 ошибки, которые приводили практически к сливу моего баланса. Это было по двум причинам: несоблюдение дисциплины и эмоций. Когда я хотел добить свой баланс до круглого числа, мне там оставалось, там, допустим, пару сотен долларов или $1000. И я вот на этой ноте, на желании сделать круглый баланс, всегда сливался. Делал АК-47 на 5 секундах, и я понимаю, что первое перекрытие пошло, второе, пятое, десятое, и все, начинаю сливаться. Таких сливов у меня было 4. Про один из этих сливов у меня есть видео на этом канале, как я слил 150 тысяч. После этого я сливал 200 тысяч. После этого я сливал 500-550 тысяч, когда я практически дошел до 600. Также было желание добить круглое число. Вот, поэтому вот это основная причина сливов, ну не только моего слива, и ваших сливов, и всех остальных, и новичков, и не новичков. Теперь про вывод. В начале года я поставил себе цель и план вывести $500 000 с этой платформы. Это была основная цель, но максимальная цель была 1 миллион. Почему я такую цель поставил 1 миллион? Я понимал, что это сложно реализуемо, но все равно должны себе ставить план еще один выше. Если у вас есть план, допустим, заработать $1000, у вас должен быть еще один план повыше, например, 1500 или там 2000. И вы должны стремиться к $2000, чтобы заработать $1000. Вот так же и я. Каждую неделю я выводил, у меня был план $9600. Максимальный мой вывод за один раз составляет как раз таки $9600. Итак, последний раз я выводил в апреле. Это была 14-я неделя года. То есть всего в году 52 недели. На каждую неделю у меня план вывести 9600. Таким образом, последний раз я выводил в апреле на сумму там 5000, по-моему. После этого я допустил очередную ошибку, просадку в своем торговом балансе, и у меня на балансе тогда где-то со 150 тысяч я скатился где-то до 50 тысяч. Соответственно, мой план по выводу средств немножко притормозил. Притормозил он ровно на 18 недель. Перед вами сейчас вот пост в моем телеграм-канале и, соответственно, таблица, которую я здесь опубликовал, и показываю, что и как я делаю. Смотрим, вот эта вот таблица, вы тоже должны для себя делать такую таблицу или не таблицу, как угодно, но план должны строить. Но вы ее должны делать после того, когда вы добьетесь какой-то стабильности. Сначала вы должны строить план торговой сессии, план торговой недели, торгового месяца. Сначала вы выходить должны в стабильность, делать определенный план, выполнять. И когда вы уже сделаете какой-то большой торговый баланс, из которого вы сможете выводить, тогда вы можете уже делать вот такой план, как у меня. Итак, смотрим. 9620 это вот мой план в неделю, который я должен выводить.
Сейчас у нас 32 неделя, вернее 32 заканчивается. Да, заканчивается, начинается 33. Последний раз я выводил 9 апреля, вернее 9 апреля это конец 14 недели. По приросту на 14 неделе план должен быть 134 680. На тот момент я вывел всего лишь, ну не всего лишь, а 120 400, и до плана мне не хватало там 14 280. Это нормально. Если бы у меня не было бы просадки, я бы продолжил выводить. И, наверное, на сегодняшний день у меня уже по выводу было бы около 300 тысяч. Смотрим, сейчас у нас 33 неделя началась. Она заканчивается 20 августа. План по выводу на конец 33 недели должен быть 317 460 долларов. По факту я вывел только 120 400, то есть меньше половины. Я напомню, это было на 14 неделе. Видите, вот это вот серым я отметил все недели, которые я не выводил. Это 18 недель подряд я не выводил ни одного доллара. Почему я не выводил? Почему я не продолжил выводить вот эти суммы, которые я себе запланировал? Потому что я упал, у меня баланс провалился, около 50 тысяч было, там 50-60. Точно не помню. И я остановился. Если бы я продолжил выводить по 9600, но скорее всего там через 4-5 недель я бы уже вывел все, мне не осталось бы на балансе ничего. Я не к этому шел, я шел к тому, чтобы у меня торговый баланс составлял несколько сотен, а то и полмиллиона. Чем больше, тем лучше, чтобы процент вывода от торгового баланса он все время уменьшался. Я вам всегда рекомендовал и рекомендую, продолжаю рекомендовать, выводить с торгового баланса чем меньше, тем лучше. Да, делать это стабильно, например, раз в неделю или 2 раза в неделю с перерывом в 3-4 дня. Эти перерывы не должны простаиваться, вы должны активно торговать. Итак, мой вывод на сегодняшний день. Так как я уже достиг 1 миллиона долларов, сейчас я расскажу, как я достиг этой цели. И когда я остановился, я понял, что я не могу продолжать дальше выводить. Я сделал перерыв, мои выводы приостановились. Я решил, что я буду возобновлять свой депозит до прежнего состояния. Это было около 200 тысяч. Когда я шел до 200 тысяч, я решил, что пока идет все хорошо, я буду продолжать. Дошел до 500 тысяч. Я думал, что вот я буду уже возобновлять выводы средств. Это примерно месяц-полтора назад было. Но так как у меня до этого максимальный мой баланс составлял практически 600 тысяч, я решил все-таки дойти до миллиона, потому что моя цель была дойти до миллиона в этом году, именно торговый баланс. Не путайте с тем, что у меня есть там на Binance, на криптокошельках или вообще активы, да, которые я контролирую. Запомните, что торговый баланс это всего лишь торговый баланс. Деньги на торговом балансе это не ваши деньги, это всего лишь цифры. Вы деньги уже внесли на брокерский счет, и этими деньгами контролирует только брокер. Вы не контролируете этими деньгами. Это не ваши деньги. Поэтому те комментарии там, или личные сообщения, вопросы о том, почему я не вывожу деньги, или да ты же миллионер, ты можешь там себе позволить 5-10. Отвечаю, я не миллионер. То, что у меня на торговом балансе 1 миллион, да хоть 2 миллиона, это не говорит о том, что я имею и контролирую эту сумму. Теперь, по поводу вопросов. А что если поставить на вывод 500 тысяч? А что если эту всю сумму поставить на вывод? А что если 100 тысяч поставить? И тому подобное. Ну, это глупые вопросы, ничем не подкрепленные и просто фантазии и любопытство, не более того. Почему нельзя столько выводить денег? Потому что если вы будете выводить огромную сумму или пытаться вывести, или поставите всю сумму на вывод, брокер начнет вам вставлять палки в колеса. Грубо это звучит, не грубо, это не 100% правда, я так думаю, это мой подход к выводу средств и моя рекомендация. Чем меньше вы в процентном соотношении от депозита вы будете выводить, тем лучше. Это не говорит о том, что вам вообще не выведут. Выведут, просто будут тянуть. А также выводы с вашего аккаунта также еще зависят от вашего статуса. Так как у меня гуру статус,
у меня есть преимущество в приоритет вывода средств. Об этом я узнал совсем недавно, буквально на прошлой неделе. Если вы зайдете там на вашу страницу, у вас здесь есть, не помню куда нажать нужно, в общем на статус гуру нажимаем, да, на ваш статус нажимаем, открывается вот такая таблица, и посмотрите, какие есть преимущества на том или ином статусе. И я вот на прошлой неделе увидел, что у меня, оказывается, есть, где это написано. Так, увеличенная выплата. Да, про увеличенную выплату я предполагал, но точно не знал. На некоторых активах у вас может быть, допустим, 86% выплаты, у меня там 88%, к примеру. Так, по поводу выводов, где-то тут было написано, я уже не помню. Расширенный доступ к индикаторам, личный менеджер, возмещение разницы в один пункт. Но я этого не замечал, возможно, это тоже правда. Это действует вот на 3 уровнях. Так, приоритетная обработка вывода средств, вот оно. Вот. Это доступно на 3 уровнях. Высокий приоритет есть на уровне профессионал и на уровне гуру. Итак, вернемся к нашей таблице. Таким образом, я дошел до 1 миллиона, теперь я планирую в месяц, вернее не в месяц, в неделю выводить уже 19 тысяч долларов для того, чтобы наверстать вот это упущенное и по окончанию года выйти на тот результат, который я собирался выйти, то есть на 500 тысяч. Потому что если сейчас я буду выводить по 9600, мне этого будет недостаточно, и к концу года я не выведу $500 000. На своем примере я буду вам показывать почаще фото, скрины, видео, скрины вы можете посмотреть у меня в телеграм-канале. Я и до этого всегда каждый свой вывод публиковал, будь то скрины, будь то видео снимал, все выводится. Поэтому вопросы касательно, а что если тебя заблокируют или меня заблокируют, если ты будешь выводить столько, не столько, никто никого не будет блокировать. Блокируют только за то, что прописано в соглашении именно у брокера на сайте. Если вы нарушаете какие-либо правила, если вы пользуетесь ботами, какими-то раскрутками, накрутками, всякими программами, это все равно пресекается. Они все это видят. Если вы будете заниматься всякими махинациями, ваш счет будет, конечно, заблокирован. Так как я работаю на чистую, не использую никакие там боты, программы, у меня все нормально. Также я не рискую ставить на вывод больше 10 тысяч. Считаю, что адекватно снимать максимум до 5% от депозита. Конечно, это касается не всех. Если у вас там на балансе пару сотен долларов, это фигня. Но если вы разогнали депозит, у вас там 5 тысяч, 10 тысяч и выше, рекомендация выводить маленькими частями. Во-первых, вывод будет обрабатываться быстрее. Во-вторых, вам вывод будут одобрять с большей вероятностью, потому что вы не выводите все. Почему такая логика у меня? Я как работник банка, работал ранее в банке, привожу обычную простую аналогию. Когда приходит клиент в банк и ложит депозит, деньги на депозит, потом он возвращается когда заканчивается срок действия депозита и приходит и говорит: я хочу забрать этот депозит, мне достаточно. Какая цель у работников банка? Не упустить этого клиента, не дать ему уйти. Если он заберет свой депозит, то есть банк останется без этого депозита, соответственно, без дохода. Нам нужны клиенты, мы должны наращивать клиентов. Даже если кто-то и ушел, какой-то клиент, мы должны перекрыть этого клиента, привлечь еще одного, еще больше. Мало того, что выполнить план на текущий месяц, так еще и покрыть тех клиентов, которые ушли, либо не дать возможности ему идти. Но если он там просит забрать, допустим, какую-то часть депозита, или мы предлагаем клиенту, если там, допустим, ему срочно нужны деньги на что-то, к примеру, на какие-то свои личные нужды, пусть он заберет какую-то часть депозита, маленькую часть, а все остальное оставит под предлогом того, что вот там высокие проценты, или там предлагаем
а, ну, какую-то альтернативу, да, клиенту может быть что-то не нравится, может быть низкие проценты, может обслуживание не нравится, еще что-то, может он уходит в другой банк. Понимаете, мы теряем клиента. Кто хочет отпускать клиента? То же самое и с брокером. Никто не хочет отпускать клиентов с большими депозитами. Я в том числе. Я один из, наверное, немногих, я не знаю статистику, да, если говорить про СНГ, я только одного человека видел с таким торговым балансом свыше свыше 1 миллиона долларов. Такой я второй. Других я не знаю. Возможно, они есть, но я не видел и не слышал. Поэтому нужно стремиться к выводу от торгового депозита, чтобы он составлял там 5%, 2%, 1%. Сейчас я пришел к такому выводу, что я буду выводить 1% от депозита. То есть это 10 тысяч долларов. Да, ближайшие там полгода я буду выводить в неделю до 20 тысяч долларов, но эти 20 тысяч долларов я не буду ставить, не буду выводить за один раз. Так как у меня был перерыв в 18 недель, я ничего не выводил, начну выводить там 1000, потом через день 2000, 3000, 5000 и так далее. И в последующем в неделю я буду выводить примерно 3 раза по 5-7 тысяч. Вот так вот нарастающим образом. Ни в коем случае сразу не лупить 20 тысяч, тем более не выше. Если вы выводите там всю сумму, полсуммы, брокер думает, что вы уже уходите от него. Соответственно, он теряет клиента. Никто не хочет терять клиента. Я вас ничем не пугаю, это лишь мое видение, то, что я понимаю из своего опыта. Поэтому, будь я брокером, я бы тоже вам не вывел деньги, если вы поставили вывод средством на полсуммы или на всю сумму. Я бы потянул бы время, например, там, или еще что-то. Ну, то есть вы поняли, да? Итак, теперь на балансе у меня 1 миллион долларов. Достиг я этого 2 дня назад. Какие у меня планы в дальнейшем? Что я буду делать? Я буду сохранять 1 миллион на депозите. Сейчас у меня на балансе 1 миллион 15 тысяч 600 с чем-то. Сейчас я пока что поставлю первую сумму на вывод. Это 1000 долларов. И посмотрим, через сколько времени мне поступит эта сумма. Кто-то думает, что от чего-то что-то это зависит по поводу выводов. Все выводы идут в порядке очереди. Понятно, что у кого там гуру, статус, профессионал, они попадают в другой список, их обрабатывает, допустим, другая группа людей, да, специалистов, которые обрабатывают ваши транзакции на вывод. Это немножко отдельная история. Понятно, что у кого там пару тысяч на депозите, и он там ставит на вывод, к примеру, 200-300 долларов, у него будет отдельная история, отдельный список. В отдельный список он попадает. Срок вывода его может быть, допустим, 5 часов. И если в то же время поставлю я 1000 долларов, мой вывод может занять, к примеру, час. А может и не час, может быть 7 часов. То есть это всего лишь в порядке очереди. Ладно, много говорим, поэтому давайте перейдем переходим мы в финансы, вывод средств. Первую сумму, как я уже говорил, выставляю 1000 долларов. Здесь я обрежу, так как буду вставлять ссылку на свой адрес криптокошелька. И нажимаю «Продолжить». Запрос на вывод успешно отправлен. Мне уже сообщение на электронную почту пришло. Давайте посмотрим историю. Заходим в историю, вкладка «Вывод средств». Сегодня у нас 15 августа 2023 года в 16:46. Я поставил 1000 на вывод. Статус новый, обрабатывается. И смотрим заодно историю моих всех выводов. Вот последний вывод. 7 апреля 2023 года, как я и говорил, 5000 долларов последний вывод.
В тот же день до этого 1600 снимал, до этого 30 марта 4000, 29 марта 2000, 29 марта еще раз 5200, 19 марта. Ну, в общем, вот все выводы мои. Вернемся еще сюда, на вторую вкладку перейдем. Так, один раз на $800 я отмену сделал, неправильную сумму ввел и потом ввел 8000. Итак, вот мои выводы с января месяца, это мой план. Мой план начался именно с 8000. В прошлом году я в декабре выводил около $22 000, вот все эти выводы. То есть моя история моего аккаунта начинается, ну, по выводу средств с 8 декабря. У меня был еще старый аккаунт, на нем я начинал торговать, там я вывел около 20, чуть больше 20 тысяч долларов. Потом 11 тысяч я пополнил на этот аккаунт, и вот с декабря месяца, и с тех пор я работаю с этим аккаунтом. Так что вот так вот. Здесь будет небольшая пауза, пройдет какое-то время, и я покажу снова запись экрана, через сколько времени мне поступил вывод. Итак, прошло энное количество времени, и мне поступил вывод. Сколько прошло времени, сейчас узнаете. Перейдем на сайт. Вот моя вся история выводов. 16:46 15 августа на сумму 1000. Статус завершен. Обновляю страницу, чтобы вы убедились, что действительно статус завершен. Ничего себе не придумал, ни Photoshop, ни Videoshop, ничего подобного. Итак, сколько прошло времени, вы сейчас будете в шоке. Я сам был в шоке, потому что я настроился, что я буду ждать минимум 3-4 часа. Это прям минимум, тем более, что выводил я вечером по местному времени, 5 часов вечера. Думал, скорее всего, на следующий день мне выведут средства. Вы не поверите, прошло чуть больше 10 минут. Я успел отлучиться, ответить там на сообщение, решил зайти обновиться и вижу, статус завершен. Действительно, так быстро вывели мне средства. Повторюсь, я готов был ждать 3-4 часа и только потом обновиться, посмотреть, возможно завтра выведут, но вывели. Сегодня вторник, поэтому, возможно, потому и вывели быстро. Если бы это был выходной день, скорее всего, вывели бы уже в рабочий день, но выходные дни тоже выводят. Сейчас 33-я неделя, до 20 августа вывел уже 1000. В сумме за этот год 121 400, отставание 196 тысяч. Итак, теперь на этой неделе мне предстоит еще сделать несколько выводов. Возможно, я на этой неделе не сделаю мой план еженедельный в 19 тысяч, так как я сказал, что нужно делать это все аккуратно, по нарастающей. Сделаю около 10 тысяч, наверное. Если все будет успешно, на следующей неделе уже сделаю где-то 115, то есть 15 тысяч, далее 20 тысяч. И вот так вот потихоньку буду наращивать и выполнять свой план. Напомню, что до конца этого года у меня должно быть на моих счетах 500 тысяч вывода средств с Pocket Option. 52 неделя, последний день 31 декабря. Вот, и собственно вот и все. По темпу у меня в среднем сейчас получается 3794 вывода в неделю, начиная с первой недели и по сегодняшний день. Перерыв был 18 недель, поэтому вот такой вот средний вывод. А должен был составлять 9620. В принципе, все. Пользуясь случаем, я перейду еще в свой телеграм-канал и приглашаю вас подписаться и рассказать, какие у меня есть преимущества, что у меня есть интересного, как у меня проходят торговые сессии, потому что есть много вопросов. В двух словах вкратце я отвечу. У меня проходят на этом канале открытые эфиры, провожу их там 1-2 часа, отвечаю на все вопросы, обо всем общаемся. Кстати, последний пост. После того, как я снял видео и про вывод средств, сразу опубликовал скрины с выводом. И вот скриншот 16:46.
заявка, статус в ожидании, это на электронную почту. Так, зайдя в мой Telegram, в закрепленном сообщении есть вся информация. Если вы не видите закрепленное сообщение, напишите мне, я хотя бы перешлю вам. Здесь есть условия, как вступить в VIP-канал. У меня есть английский канал еще, англоязычный, ссылка на YouTube, связь со мной, ссылка для регистрации, даже TikTok канал, если хотите, туда тоже подписывайтесь. Так, ну что вам еще важно здесь прочитать? Какие преимущества тебя ждут в VIP-канале? Обязательно нажмите на эту ссылку и прочитайте. Сейчас я вам вкратце ее тоже зачту, но также еще расскажу, что у меня есть 3 VIP-канала и чем они отличаются. Вот тоже нажимайте на ссылку. С 1 августа у меня поменялись правила и принцип работы с VIP-каналами. У меня есть 3 VIP-канала. Первый VIP-канал с минимальным депозитом в $50. Если у вас нет больше финансов и вы хотите попробовать только, вы можете вступить в эту группу. Торговля будет со вторника по пятницу, 1 раз в день, 1 торговая сессия, продолжительность около 30 минут. Также социальная торговля по понедельникам. Вы копируете мои сделки, просто подключаетесь на платформе по моему ID и автоматически копируются сделки у вас на платформе. Предварительно это все обговаривается. Вторая группа с минимальным депозитом 100 рекомендуется 200. Вечерняя торговля в голосовом чате также длится со вторника по пятницу по времени 30-60 минут, но вот это вот время 20-30 минут, 30-60 минут, это особо не имеет значения, потому что мы торгуем и выполняем план. У нас есть план торговой сессии, и мы ему следуем. Сессия может заканчиваться и за 5 минут, и за 40 минут, без разницы. Турборазгоны по выходным дням. Посмотрите мое отдельное видео про турборазгон, вам станет все понятно. Также в этой группе будет доступна таблица Money Management. Она доступна только во второй группе и в третьей группе. В первой группе этой таблицы не будет. И розыгрыш $1000 для новых участников, которые вступают в текущем месяце во вторую группу. Если вы вступаете в третью группу с минимальным депозитом $500, рекомендация от $1000. В день проводится несколько торговых сессий, 2-3 сессии, иногда бывает больше. Социальная торговля, автокопирование, то же самое, турборазгоны по выходным, то же самое, таблица Money Management и розыгрыш $2000, возможно даже больше. Здесь также происходит разгон депозита до $10 000, индивидуальный план прироста депозита, если вы хотите, я могу для вас его составить и сопровождать его, но для этого нужен отдельный торговый баланс, вернее не отдельный аккаунт, а на балансе у вас должно быть 2-3 тысячи, но мы можем это обсудить. Рекомендация и сопровождение по выводу средств. В принципе, это то, что я вам в этом видео рассказал. Ребята, которые у меня разгонялись до 10 тысяч, я им всем советовал, как правильно, грамотно выводить эти средства, чтобы им их выводили. И большинство вывели уже более половины суммы из того, что они разогнали. Из одной группы вы можете переходить в другую группу, если у вас есть соответствующий баланс. Также вернемся на начало и прочитаем вот следующий пост про преимущества. Во-первых, у меня на канале нет сигналов или текстовых сигналов, как вы привыкли видеть это в других VIP-каналах. Это не так. У меня открытый чат, обсуждение, общение, делимся опытом, знаниями, учимся. Самое главное преимущество моих VIP-каналов — это дисциплина, торговая дисциплина, выполнение планов, таблица Money Management и следование своему плану. Вот это самое ключевое. Стратегии — это второе, третье. Вы можете торговать по своей стратегии, можете торговать по нашей стратегии, какая вам больше нравится. Что сегодня одно работает, завтра другое. Ну, собственно, график торговых сессий примерно вечером в 7-8, иногда в 9-10 тоже провожу, так как у меня сейчас 3 группы, поэтому пытаюсь как-то распределять время. Здесь то же самое все написано, можете подробнее прочитать про турборазгоны, про экстрамарафоны. Марафоны провожу примерно со $100 до 1000, бывают другие экстрамарафоны. Все это буду добавлять сюда. Есть возможно проведение марафонов по разной схеме, лесенка, СКУ и так далее. Что такое СКУ? Тоже посмотрите отдельное видео про это. Турборазгоны, про это есть тоже отдельное видео на этом YouTube канале. Посмотрите, и вы поймете, что такое турборазгоны. В принципе, на этом все. Видео закончилось. Про следующие мои выводы средств вы сможете посмотреть у меня в телеграм-канале. Каждый раз, как я буду выводить какую-либо сумму, я буду снимать либо короткое видео, либо скриншоты и публиковать у себя. И вести вот этот вот отчет, который у меня в таблице. Все это буду показывать.
показывать буду темп выполнения своей цели. Вы также можете составлять такой план. И запомните, что деньги, которые находятся на торговом счету, это не ваши деньги. Вы их не контролируете. Они будут вашими только тогда, когда вы их будете контролировать, то есть иметь на руках или хотя бы там на криптокошельке или на вашем банковском счету. Только тогда эти деньги являются вашими. Если вы внесли на брокерский счет, это деньги не ваши, это просто цифры на балансе. Вы работаете, вы торгуете, и после того, когда выходите на стабильность, начинаете потихоньку выводить, платить сами себе зарплату, потому что трейдер не может оставаться без зарплаты, не может он постоянно сливаться, либо не может он постоянно оставаться при своих, то делать плюсы, то делать минусы, нужно платить самому себе зарплату. В принципе, на этом все. Жду у себя в телеграм-канале. Всем пока и до свидания.